Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно фракционного вооружения. В данном случае убийца, да, называется действительно страшно. Посмотрим, так ли это. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А теперь поехали. Получаем мы эту красоту у этого персонажа. После 4 недель поддержки данной фракции открывается доступ к пушке «Убийца», наносящий огромный урон при сниженной скорострельности. Огромный урон. Давайте-ка посмотрим, что у нас там происходит по урону. Где же там этот сумасшедший урон? Давайте смотреть. Урон в секунду 12,4. У обычной пушки такого же размера 8,6. Далее. Бронебойность у него выше 30 против 22. При этом даже дальность больше. Максимальная дальность 4,5 км против 4000 метров. И скорость снаряда 1800 против 1600. Но скорострельность ниже практически в 2 раза при этом. Как и размер боекомплекта. 60 в обойме, 1000 в запасе. У обычной 100 в обойме и 2100 в запасе. Но поскольку здесь ниже скорострельность, примерно одно и то же по боезапасу. Но не по урону. Радиус полного урона также выше 3000 метров против 2. И эту штуку еще можно заинженерить. Не знаю, как показать лучше, давайте, к примеру, на Кориолисе. Вам все равно придется научиться им пользоваться, чтобы собирать корабли. Но хотя бы их виртуальный вариант. Смотрим, пушка убийцы. Ставим сюда, скажем, скорострельный. И у нас скорострельность доходит до 7,8. Как почти что у обычной 7,7. И при этом урон доходит до 21,4 против 8,6 урона в секунду. Это много. Действительно много. Если я возьму, скажем, вторую многостволку фиксовую, сделаю из нее усиленную, то я получу 26,6. Если я сделаю это в убийце, поставив сюда усиленный вариант, будет 21,4. То есть, ну, примерно. Пушка первого размера работает как пушка второго размера по урону. 100 идет нам в плюс. Не знаю, правда, что здесь вообще ставить из экспериментального. Единственный плюс у нее это большой урон. Более большой, чем у пушки такого же размера. То есть, если у вас на корабле, скажем, не знаю, 2 двойки, 2 единицы, как на Кобре, и у вас стоят обычные многостволки, и вы ставите эту, то, считаю, у вас будет урона примерно как на 4 двойках. Что довольно неплохо. Еще что можно сделать довольно интересного. К примеру, мы поставим свою гайку на дальний бой. Таким образом, дальность будет 9 километров. У обычной будет 8. Тоже плюс, но довольно посредственный. Вы просто не попадете с такого расстояния. Если вы поставите, что, скажем, вместительный магазин 5 уровня, то у вас примерный боезапас будет как у обычной без инженеров. Потому что у обычной с инженерами уже 200 и 4200. Посредственная пушка, но высокий урон, который мы будем реализовывать следующим образом. Другого применения к данному вооружению я просто не вижу. К примеру, на сайдвиндере это будет смотреться великолепно, как будто 2 двойки фигачат. Но на кой черт нам нужен сайдвиндер, правильно? Вот Чифтейн с 3 пушками первого размера заиграет тоже более интересным образом. Но не забывайте то, что данная пушка является фиксом. Ну, может быть, еще бустанется ганшип, но у него маневренность посредственная. А вот Чифтейн, зараза, маневренный, там это можно будет реализовать. По аналогии с Коброй, на Вайпер МК-3 вы такую же штуку можете поставить. Только нужно вам это? Я не знаю. А вот, к примеру, на Мамбе это будет довольно интересно, потому что у Мамбы 2 первые спереди, и они будут относительно нормально сводиться. То есть представьте, у вас, скажем, гимбл 3 пушки, 4 пушки, еще раз 3 пушки и 2 фикса таких пушек. У вас урон будет выше. Как будто у вас 2 двойки, 2 тройки и 1 четверка. А это очень приятно. Из больших кораблей можно также ставить их на Анаконду, но Анаконды 2 единицы находятся в самом низу корабля, да еще и сзади, так что сводиться будет довольно неудобно. Нужно будет сильно задирать нос. Я не знаю, используете ли вы Type 10, но сюда тоже можно будет их поставить, но Type 10 вообще не маневренные, и фиксы, да и многостволки вообще не про него. Были бы они гимбельные, то да, было бы хорошо. А вот корвет, который имеет в носу 2 единицы, будет очень неплохо с этими пушками. Почему? Да потому что у корвета великолепное сведение 2 четверок и 2 единиц. То есть 2 четверки, 1 тройка, 2 двойки и по урону 2 единицы, как еще 2 двойки. Ваш многоствольный корвет просто-напросто запоет с этими пушками. Как выглядит разница в скорострельности? Давайте-ка посмотрим. Это вот у нас обычная. Довольно быстро. И убийца.
Как видите, разница реально есть. Но скорострельность все позволяет нормально попадать. Это в конце концов не плазма. Так что жить с этим вполне можно. Но есть одна проблема. Что с ней, блин, делать? Я ничего лучше не придумал, как просто взять и сделать ее усиленной и поставить на нее зажигалку. И все это засунуть в корабль, который имеет фит на гимбальных многостволках с зажигалкой, чтобы был термический урон. Но не забудьте поставить одну многостволочку на коррозию. Но точно не эти. Эти на зажигалку. На деле мы получаем просто пушку, которая на 50% примерно выше уроном, нежели обычная пушка такого же размера, но в описании мы видим, что правильно, огромный урон при пониженной скорострельности. Урон не огромный, наполовину больше. И чуть-чуть хуже, чем у пушки, которая выше по размеру. Кроме как на билды, которые я сказал ее использовать, я без понятия вообще, куда ее можно засунуть. Эмиссионные боеприпасы нет. На коррозию, да тоже нет, там боезапас важен большой. Так что пишите, может быть, я как-то неправильно ее понял, а вы поняли ее правильно. Будет приятно почитать. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. Хотя вряд ли. До встречи.